мой дарлинг, с вами Симоной. Мы с вами продолжаем играть в Кужелевку. Я так понимаю, что сегодня нас ждет финал, возможно. А может быть и нет, кто его знает с моей скоростью. Но, короче, нам тут вот Калим, значит, говорит: пойдем инвесторов искать и технику. Технику отовсюду тырить надо. Я вот думаю, ты что, сбрендил? Совсем куку, отпусти меня. Как скажешь, начальник. Вот и уточнять надо было, конечно. Да, надо было уточнить. Добро пожаловать, как говорится, давненько не виделись. Ага. Я лечу. Словно белое перышко. Безымянный. Говорить. Все-таки ваш человек — это человек концентрированный. Я бы даже сказал, природный. Удивительно. И как вам раз за разом удается демонстрировать такую извращенную логику? Действовать так странно, так неразумно. Вы умеете смыть целую эпоху в унитаз за одну ночь. Но это талант. Согласна. Отнюдь. Человек звучит гордо, а ошибки нам столь же свойственны, как и великие свершения. Всякое бывает. Да, понятное дело, все нам мало, все за других решать хотим. Ну, это вот как вам сказать? Я даже не знаю, что из этого выбрать, потому что, с одной стороны, действительно, да, постоянно всегда всего будет мало, ну так и в этом и суть. Мы, наверное, из-за этого как бы и ошибки-то совершаем, потому что вообще, в принципе, хоть что-то делаем, постоянно, ну, как будто бы к чему-то стремимся. Не знаю, как будто бы я даже больше вот к этому склоняюсь. Хотя в целом я понимаю контекст, о чем он говорит, и как бы, ну, вроде бы... Не знаю, я бы ответила вот это на самом деле. Ты вот что скажете? Что, Саша, скажете, коллега? Мне нравится, это понятно. Ты потому что пессимист. Да, неожиданное наблюдение. Ну что ж, это все мелочи. Пойдем. Пойдем. А куда? О! Вот так сразу? Здравствуйте. Громко не разговаривай, Валерка. Мы в музее. В музее Валерия Михайловича. За мной, пожалуйста. Пойдем. Тихо, надо тихо разговаривать. Жюль Верн. Путешествие к центру Земли. СССР. 1935 год. Первая взрослая книжка Валерия Михайловича. О, вот тогда я палеонтологией заинтересовался. Пойдемте дальше. А, что я так ору-то, кстати? Пуля 6,5 на 50 миллиметров. Тип Арисака. Свинец. Япония. 1938 год. Кстати, Ну, что он намекаешь? стрелял в позвоночник специально. Он знал, что дела идут скверно, и хотел, чтобы Валерий Михайлович мучился всю оставшуюся жизнь. Так делают, когда знают, что дела идут скверно. А вам известно, что стало с ним дальше, с тем японцем? На этом я останавливаться не хочу. Слушайте, а мне интересно. Сержант Манода? Да ничего. Обзавелся очень неплохой обувной фабрикой, жив-здоров. С огромным интересом следит за кужелевскими событиями в новостях. Что, хотелось услышать, что у него мучительный рак? Или что он спился и сдох в канаве? Да нет, просто интересно было. Блин, ну вряд ли бы я так сказала про человека, который специально стрелял мне в позвоночник. Ну пусть будет вот это. Не удивил. Ну просто тот... Человек есть человек. Ну, зато честно. Дальше, пожалуйста.
Типа, с одной стороны, ну ты ему не желаешь ничего вроде как бы плохого. Ну как бы ну и Коляска хрен с ним. инвалидная. СССР. Ну типа автор, прям, ой, инженер нет, 100 лет Киселев. ему жить. 1976 год. Признаться, новое мне нравится гораздо больше. А чё так сразу мы от первой книги Свидетельство о сразу к пуле, расторжении которая нам в брака. позвоночник прилетела? 1959 год. Отдел ЗАГС по Кужлевскому району. Ёкарный. Ох, испутался я тогда со змеей. Что-нибудь хорошее у вас тут хранится? Конечно. Вот думал человек, что жизнь он прожил как-то никак, по-дурацки. Потом. Дальше, пожалуйста. Нет, в смысле, реально, между книгой и пулей ничего не было? Вот сцена, хорошо знакомая любому эксперту по Валерию Михайловичу. Она, в сущности, в последние годы имела место в практически любой день его жизни. Но именно в ту ночь выдалась совершенно особенной. Это когда на переселенцы прилетели? В обед там? Первые результаты были очень даже ничего. Михайлович поверил, что его гостям все понятно с полуслова, и что в распоряжении людей оказался настоящий исполнитель желаний. Люди потянулись к знаниям и показывали себя с наилучшей стороны. Во всяком случае, очень старались. Но казаться — это еще не значит быть. Попытки людей выдать себя за тех, кем они не являются, ничуть не интереснее ваших казенных праздников, на которые вы в последнее время ходили как на каторгу. Вот куда более интересный образец. Чистой воды человек. Натуральный. Ногой. Дурно пахнущий. Природный. А вот кто точно еще не научился врать, и кого пока совсем не волнует, что подумают другие, но навык жить своей жизнью и делать добро искренне из вас улетучивается довольно быстро. Есть в жизни землян место смелым поступкам. Особенно выпуклым это место становится в те моменты, когда другой землянин покушается на что-то, что вы искренне считаете своим. Осознавая, что вам очень сильно не хватает эмпатии и умения прощать, вы изобрели магическую жидкость, способную усадить за один стол даже самых непримиримых врагов. Магическая жидкость, это да. Это сильно. Нектар. Правда, если переборщить, последствия могут быть самые непредсказуемые. Можно всю ночь названивать бывшей жене. А можно нажать не ту кнопку и очень огорчать тех, кого не следовало бы. Пока музей не открыл двери для своих посетителей, пришло время определиться с завершающим экспонатом. Ну, тут, как водится, есть два стула. Слева шанс изменить прошлое. Вас ведь хлебом не корми, дай в прошлом пошуровать. А справа — будущее. Хотя вы, ребята, все равно невыносимые идиоты. Ну, на что тут рассчитывать? Там, где можно выбрать мир, выбирайте войну. Где можно остановиться на Кингс, выбирайте Битлз. Ладно, второй пример не очень, они друг друга стоят. Думай о первом примере. В общем, выбирай и ты, Валера. Сделать что-то для себя, изменив прошлое, или повлиять на ход будущей истории. Да, задачка. Блин, я бы в будущее пошла бы. А что из этого будущее? Здрасте. А подписать? Я не понимаю. Где-то у вас тут хреновый музей табличек не написали. Это, наверное, прошлое, это будущее. Так, нет? Я думаю, так. Вот это будущее. Я нечего делать в прошлом. Уже все, прошлое было, случилось. Да, выбор невелик. Но как работал, так и заработал. Может, проживи ты эту неделю по-другому, экспонатов было бы больше. И чё? Чё это? Спросить? Нет, этот вариант не прокатит. Карты по-другому легли. А, то есть я вот один экспонат я не нашла, да? Интересно.
Спросить. Перспектива будущего, а не попытка вернуться в прошлое. О, ну что ж, мне очень нравится. А тебе? Да, ну это ж я выбрала. Утвердить экспонат. Подождите. А это что? Спросить. Так уже не получится. Увы. Чего не получится-то? Ну давайте утвердим. Что у нас нет вариантов других. Хозяин барин. Теперь этот экспонат навечно останется здесь. Пойдем посмотрим, чего ты там наворотил. Куда? О! Что ж. Я думаю, что все там очень плохо. Чего я там наворотил? Сдается мне, джентльмены, это была комедия. Ой ли. Бизнес-центры, дипломатические представительства ведущих мировых держав и, конечно, музей первого контакта с внеземной цивилизацией. И с настоящей летающей тарелкой, в которую можно будет войти каждому. Не бесплатно, ясное дело. Все это образ новой Кужлевки, столицы Земли. Прекрасно, прекрасно. Извините, а это кто там в центре макета? Это? Да никто. Памятник нашему билетеру. Спевается тут где-то. В общем, дорогие друзья, Вот дело Клим за малым. гнида. Все мыслимые и немыслимые технологии у нас есть. И даже не спрашивайте, откуда. А теперь предлагаю всем отведать шампанского. Всё. Ну, я же сказала, они чё, дураки тут сидеть? Вы куда, сволочи? Деньги вложены! Летите назад, козлы! Эй! Вернитесь! А чё будем тут делать-то? Я думала, он прямо помирать собрался резко. Офигеть, мы что, 12 минут поиграли? Это была очень длинная серия. Город солнца, мы получили достижение. Блин, слушайте, ну это прикольно. Но непонятно, а почему в конце... Получается, типа, все решения принимала я, а в итоге, типа, на финальную, как бы, вот эту всю штуку, что, типа, забвению там предали, значит, этого Валерия Михайловича, влияет вообще другой персонаж, за которого я вообще ничего не выбирала. Ну, типа, он мог сказать, что это билетер, а мог сказать, что это человек, вот это была, там, это был его дом, там, и все такое. Я читал, и, ну, тогда тебе нужно поближе к микрофону подойти. Да, я читал обзор, и сами разработчики сказали, какой бы вы ни пришли к концовке, они все стёб над игроком. Ну да, ну то есть как бы получается, ну нет, ну в этом же глубокая философия есть. Получается, что бы ты не выбрал, это почти ни на что не влияет. Все придет к тому же самому, что все люди хотят заработать, все хотят вот это вот все. И между миром и войной мы выбираем войну, и вообще мы такие гниды, и Клим гнида. Вообще это говорит только о том, что Клим гнида. И почему мы по Климу должны судить? Я на Клима вообще не похожа, я как минимум знаки препинания расставляю грамотнее. Не сильно. Но что грамотнее, это факт. Ну, а вообще, в целом, не знаю, мне прям очень понравилось в плане какого-то стёба. Во-первых, мне очень понравилось, как это, что называется пластикой. Типа, как-то каким образом там все вот, сны, например, как вот организованы. Вообще очень здорово, мне прям очень понравилось. Сны — это вообще такой, знаете, интересный инструмент такой во всяких аудиовизуальных произведениях. Так, мы хотим еще раз выразить отдельную благодарность тем, кто поддержал нас на долгом пути разработки. Спасибо, друзья. Это не я, но приятно тоже. Спасибо вам. Вам всем тоже спасибо. Вот, короче, очень здоровская пластика, очень... Товарищи, Ой. всех, кто поддерживает сохранение колхоза в форме сельхозкооператива, прошу поднять руку. Все, кроме Да Клима. ну вас. Единогласно. И они вынудили Клима.
Я что, построила социализм? Ой. Ой, ребята. Я не знаю, как так... Если что, я не знаю, как так получилось. У Ленина не получилось, а у меня получилось. Что ж, запишем это в список моих многочисленных достижений. Нет. Короче, реально очень понравилось. Вы пишите, как всегда, в комментариях, что вы об этом думаете, но... Короче, я считаю, что это прям очень интересный проект, и мне кажется, что вот это как раз такой какой-то наш путь в плане геймдизайна какого-то, вообще геймдева. Это, не знаю, какое-то вот делать реально что-то свое. Вот мне кажется, ну я не знаю, там американец поиграет там, в эту игру, вьетнамец поиграет в эту игру, там, переведите это там на английский, на вьетнамский, на итальянский и так далее. Мне кажется, ну не то чтобы не поймут, а как будто бы вот не прочувствуют, может быть. Точно так же, как и мы не прочувствуем какие-то такие вот тонкие материи в истории их стран, что им рассказывали там бабушки, дедушки, мамы, папы и так далее. То есть, короче, мне очень нравится вот эта самобытность. Кстати, у сценариста этой игры в этом году, по-моему, в этом году у него диплом, я очень хочу посмотреть, типа, вот что в итоге там из этого получилось, мне прям очень интересно, потому что сценарий мне понравился, хоть он и получается как бы, ну как, что-то типа на собаке, да, типа, когда вроде ты что-то там делаешь, но в итоге в конце это ни на что не влияет. Но когда это стёб, а не на серьезных щах, это очень даже имеет место быть, и, как мы видим, очень даже приколдесно смотрится. В общем, я просто, знаете, что я делаю? Я нарабатываю хрон. Чтобы вы не подумали, что 10 минут видео, зачем смотреть? Ага, вот попались, ты попался на кликбейт. В общем, я уже наговорила тут вам на 3-4 минуты, я вообще могу как радиостанция сидеть и рассуждать о тонких материях. Не, а в плане про людей, что эх, вы вот какие вы злые, плохие, и все такое вот вечно неправильно выбираете. Мы как-то что-то подобное обсуждали на философии, типа, что вроде как нам всегда впаривают, что, ну, быть добрым — это сложно. Быть добрым — это какая-то сила определенная должна быть. То есть, типа, надо вот, что там, вот быть щедро, там, делиться, как-то что-то добрые какие-то поступки делать. То есть, как будто бы нужно над собой сделать какое-то усилие, чтобы быть добрым. Вот. Но нам задали вопрос, а дети маленькие, когда рождаются, они, получается, что, злые? Ну, то есть, по дефолту, получается, люди злые. И мы такие все призадумались. В общем, как говорится, предлагаю развить эту тему в комментариях. Добрые все-таки люди по дефолту или злые? Каким человеком быть сложнее? Злым или добрым? И вообще, что такое зло? Нет, ладно, про что такое зло не пишите. Я просто... Короче, я могу вкинуть свое, что, по-моему, мы тогда, ну, чуть-чуточку пришли там к какому-то выводу, что эгоизм. То есть мы как бы все эгоисты, поэтому может показаться, что быть добрым к другим – это типа усилие, но эгоизм – это же не есть зло, правильно? Здоровый эгоизм, он же обязательно должен быть у каждого человека. Вот и подумаем. Давайте подумаем над этим, пишите в комментариях. В общем, я не очень согласна с тем, что человечество потеряно, все плохо. Ну, я знаю много добрых людей, хороших людей, которые... Я, например. Например, ты, да. Которые делают хорошие вещи. Кто-то безвозмездно, кто-то за что-то, но все-таки я не считаю, что какое-то поколение потеряно или что человечество целиком потеряно. Если так думать, то да, можно опустить руки, ничего не делать, ну и просто смотреть, как наша планета умирает, гниет и взрывается, и все. А можно начать с себя и подумать о том, а что я могу сделать? Ну, со своей жизнью. Не, в принципе, в масштабах планеты, а вот как бы с себя. И если каждый так подумает, может, глядишь, и катастроф никаких не будет.
Ну а хотя, откуда мне знать? А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.